Салам алейкум, я здесь. Меня зовут Кельдебек, я из Кыргызской республики. Хотелось бы затронуть острую сейчас миграционно-культурную тему. Вы занимаете достаточно жесткую позицию в отношении мигрантов, отсюда вопрос. В чем вы здесь видите проблему? И нет ли в этом стремлении ограничить присутствие в стране разных культур и религий? А вот с чего это вы взяли, что у меня жесткая позиция в отношении мигрантов? Ну, вы всегда высказываетесь. Нет, я так не высказываюсь. Я вот о чем говорю, что присутствие мигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских. Ну, представьте себе, да, похлопайте, это хорошо. Вот вы представьте себе, вот в вашу страну приехали люди другой национальности, их много, очень много. Ну вот и они начинают вытеснять все киргизское. Но ведь человек, связанный со своей культурой, он же скажет, что это не очень хорошо. Ведь в каком-то смысле вот эти центростремительные настроения в советских республиках, может быть, в свое время и были как-то спровоцированы тем, что не в полной мере развивалась, допустим, религиозная жизнь в этих республиках. Культура присутствовала, но тоже ведь в основном таком, ну, я бы сказал, фольклорном плане. Вот ни в коем случае нельзя подавлять ни религию, ни культуру. Но если говорить о присутствии мигрантов, то иммигранты в России должны всегда помнить, в какую страну они приехали. Они должны уважать обычаи наши. Русские люди мирные, они не собираются в какие-то группы, которые могут напасть на иммигрантов, там избивать. Есть какие-то отдельные экстремистские явления, но это абсолютно не связано с умонастроениями большинства людей. Вот поэтому я просто говорю о том, что присутствие иммигрантов в России, которое действительно сейчас обуславливается экономическими проблемами, должно осуществляться при двух условиях. Иммигранты должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в которой они работают. Они не должны формировать свои национальные гетто, которые агрессивно настроены к окружению. Вот все то, о чем я говорю, имеет место. Конечно, не глобально, иначе уже государство бы забило тревогу, но мне хорошо известно, как, например, ну, не буду даже называть, но люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, ну, и насилие употреблять по отношению к тем, кто им не очень нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременнейшим условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас будет все хорошо.